Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Это на главной странице канала, да, вы видите, главное, сверху написано, потом написано плейлисты, там сообщество, канала, канале и так далее. Вот, непосредственно заглядывайте в плейлист, выбирайте, какой вам, так скажем, понравился, и смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, много разных стран, много разных городов. Очень приятно читать ваши отзывы, комментарии. Спасибо вам большое. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Схемки, к сожалению, у меня к нему нету. И вот с такими ниточками это стопроцентный акрил. Помните, мы с ними работали, да? Покажу на примере других ниточек. Смотрите. Вот. Это вот такие вот ниточки, такая упаковочка. Это Yarn Art Baby, стопроцентный акрил. Моточки у них небольшие, 50 грамм, 150 метров, но и есть большие моточки со стопроцентным акрилом. Это в 100 граммах находится 300 метров, это то же самое. Итак, смотрите, какая особенность в нашем сегодняшнем узорчике. Здесь производитель говорит, берите крючок 3,5 мм. Но сегодня мы с вами возьмем крючок чуть поменьше. Мы возьмем с вами троечку, потому что узорчик должен быть таким плотненьким. И приступим. Итак, раппорт узорчика равняется 9 петелек. Мы с вами наберем еще дополнительно петельки, ну, чтобы красиво узорчик закончился. Итого набираем 31 воздушную петельку. Давайте начнем с желтеньких. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. Так, сначала петелька фиксации. Есть. А теперь набираем 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Есть. Сейчас мы с вами сделаем вспомогательный ряд, особенно для новичков, да, будет полезно. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Ныряем в пятую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это получился у нас столбик с накидом. Накид. В следующую петельку ныряем по порядочку. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом еще один. И так далее. В каждую петельку мы ныряем, делаем столбик с накидом. То есть ни одну петельку мы не пропускаем, так, и не провязываем по 2 столбика в одну петельку. То есть ну, сами себя контролируйте. Итак, вот так мы провязываем по 2, получается, петельки. У нас получается столбик с накидом. 3 петельки подъема мы тоже считаем как столбик с накидом, да, это имитация столбика. Итак, смотрите, я, получается, провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Теперь до конца ряда нужно провязать еще столбики, чтобы получился точно так же 31 столбик, ровно столько, сколько вы набрали воздушных петелек. Проверяйте сами себя. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, за счет, так скажем, маленького крючка, да, такое вязание плотненькое получается и маленькое. Итак, приступаем к узорчику. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь по узорчику должны быть 2 воздушные петельки. 1, 2. Итого получается 5 воздушных петелек. Смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий верхушку ныряем, провязываем столбик с накидом. Согласитесь, когда со столбиками работать удобнее, да, чем с воздушными петельками. Особенно тогда, когда вы только начинаете. Все, и так далее, до конца ряда вы делаете вот такие вот окошечки. 2 столбика пропустили, в третий нырнули. Несложно, да? И весь ряд у вас будет из таких вот окошечек. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наш ряд с окошечками получился. Идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь делаем 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. И смотрите, вот за верхушку столбика цепляемся и провязываем столбик с накидом. То есть еще одно окошечко получилось. А теперь вот эти 2 окошечка мы должны будем провязать столбиками с накидом. Итак, нырнули в окошечко, провязали 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее столбик в столбик провязали. И опять ныряем в окошечко, провязываем 1 столбик с накидом,
2 столбик с накидом. И опять столбик в столбик, провязываем столбик с накидом. Итого у нас получилось 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее будет у нас окошечко, 2 воздушные петельки. И опять, получается, пропускаем, да, наше вот это окошечко и в столбик провязываем. И начиная с этого столбика опять провязываем 7 столбиков с накидом. Этот будет первый. Далее будет в окошко второй, в окошко третий. Далее столбик в столбик четвертый, в окошко пятый, в окошко шестой и столбик в столбик седьмой. Понятно, да? Вот. И таким образом до конца ряда. То есть окошечко 7 столбиков, окошечко 7 столбиков. Дальше будет окошечко 7 столбиков. И у меня закончится окошечком. Угу. Вы смотрите, как у вас будет. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, провязала последние, да, 7 столбиков. 2 воздушные петельки сделала. И покажу вам, как заканчиваем ряд. Итак, накид. У нас здесь 2 воздушные петельки для окошечка было, да, и 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, и мы сформировали еще одно окошко. Есть. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Этим же цветом поворот. И опять делаем окошечко. 2 воздушные петельки. И за верхушку первого столбика беремся и провязываем столбик с накидом. Теперь наш ряд, да, который мы будем сейчас связать, он полностью повторяет предыдущий ряд. То есть там, где 7 столбиков, там 7 столбиков. Там, где окошко, окошко. 7 столбиков, значит, вы провязываете 7 столбиков, окошко, окошко. 7 столбиков, значит, 7 столбиков. И здесь в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Давайте самостоятельно 7 столбиков сейчас, потом окошечко и так далее, и так далее. Полностью повторяем вот предыдущий ряд. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Итак, вот получились у нас как бы прямоугольнички, назовем, да, 3 прямоугольничка, которые окружены вот такими вот окошечками. И теперь мы будем добавлять новую ниточку. Я буду добавлять белую, вы какую захотите. Смотрите, я распускаю вот так вот одну петельку, и у меня на крючке остаются 2 петельки. То есть тогда у вас остаются 2 петельки на крючке, неважно какого столбика, с одним накидом, с двумя, с тремя, либо без накида, тогда вы вводите новый цвет. Раз, провязываете, то есть ниточка еще желтая, да, ряд еще желтый, но беленькая уже в процессе вязания. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Подтягиваем желтенькую, подтягиваем беленькую. Видите, как четко ровно переход. Поворот. Теперь 2 петельки по узорчику воздушные. 1, 2. Итого получилось 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем такое же окошечко. Вот первый наш желтый столбик. Беремся за верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика желтых. В третий провязываем столбик с накидом. Есть. У нас образовалось вот такие вот 2 окошечка беленьких. Далее, внимание, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. И в третий столбик провязываем столбик без накида. Понятно? Там были с накидом, здесь без накида. Теперь смотрите внимательно. Мы сейчас будем делать с вами лапку, так скажем, нашего узорчика. Вот наш прямоугольничек, вот я рукой закрываю, да, вот наш прямоугольничек, его окружает 5 таких окошечек. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, да? Мы сейчас будем с вами работать с первым, со вторым окошечком, потом с четвертым и с пятым. Третий мы не трогаем, понятно? Итак, смотрите, как мы это делаем. Накид сделали и ныряем в первое окошко. Нырнули, потянули ниточку, хорошо потянули, так, прям до столбика. Видите, чтобы у нас узорчик не зажулькивался. Накид, еще раз нырнули в первое окошечко. Опять хорошенечко потянули. Есть. Далее накид. Ныряем во второе окошко. Во второе нырнули. Потянули хорошенечко ниточку. Накид. Еще раз во второе окошко ныряем. Потянули ниточку. Есть. Так. Теперь смотрите. Третье мы пропускаем. Теперь будем с четвертым и с пятым также работать. Накид. Нырнули в четвертое окошечко. Потянули ниточку. Нырнули, накид, нырнули в пятое, четвертое еще пока окошечко второй раз. И теперь точно так же 2 раза в пятое. 1, накид, 2. Видите? Вот, начинает формироваться лапка. Так, вот. И теперь нам наша с вами задача все вот эти петельки провязать за один раз. Смотрите. Берем петельку и протягиваем через все аккуратно петельки. Тянем, 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 тянем. Есть. И нам наша с вами задача будет еще зафиксировать. Так вот, раз, зафиксировали. Понятно?
Вот, первоначально такая вот картина. Что делаем дальше? Вот, смотрите, нам с вами необходимо будет найти вот этот вот столбик, так, то есть который находится перед окошечком. Мы ныряем в этот столбик и провязываем соединительную петельку. Так, раз, как бы зафиксировали к этому столбику нашу вот эту лапку. Далее, смотрите, одна воздушная петелька, поворот. Помните, мы здесь сделали 5 воздушных петелек. Сейчас возьмусь поудобнее. 5 воздушных петелек. Вот наш столбик. И начинаются наши петельки воздушные. Так вот, беремся за первую петельку из 5. Вытягиваем ниточку. Эту же ниточку сразу же провязываем через петельку на крючке. Раз. И точно так же со второй делаем. Вытягиваем ниточку и провязываем 2. Есть. Теперь делаем 2 воздушные петельки, поворот обратно и делаем наше окошечко. Вот к этому столбику присоединяемся столбиком с накидом. Есть. Понятно? Вот такая вот будет картина. Как бы наши окошечки, видите, они продолжаются. Окошечко, 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 окошечко. Ну и получается по картине вот наша лапка получилась. Такая вот красивая. Идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика и в третьему столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Есть. А теперь делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И присоединяемся, 2 столбика пропускаем к последнему столбику. Делаем столбик без накида. Есть. И опять смотрим, видите, да? Вот наш прямоугольник. И раз, два, три, 4, 5 окошечек. Начинаем с желтого, с первого окошечка. Накид. Ныряем в желтое первое окошечко и точно так же вытягиваем ниточку прямо до самого столбика. Раз. Накид. Сюда же. 2. Потянули. Дальше во второе окошечко. Накид. Раз. Накид. Сюда же. 2. Третье окошечко пропускаем. Работаем с четвертым, с пятым. Накид в четвертое окошко. Раз. Накид. 2. И в пятое. Накид. Раз. Накид. 2. Теперь все эти петельки вместе дружно провязываем аккуратненько одной петелькой. Раз. И зафиксировали. И обязательно зафиксировали к столбику, который находится перед окошком. Вот он, этот столбик. Раз. И соединительной петелькой. Оп. Зафиксировали. Теперь делаем воздушную петельку. Разворот. Вот наши 5 воздушных петелек, которые мы провязывали. Так, вот он, ориентир, столбик. Вот начинается. Раз, два, три, 4, 5. К первой петельке присоединяемся и делаем соединительную петельку. Раз, сразу же провязали. Ко второй присоединяемся, вытягиваем ниточку и сразу же ее провязываем. Оп, понятно? Далее 2 воздушные петельки, поворот и делаем наше окошечко. Оп, столбик с накидом. Вот, вторая наша такая лапка получается. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, довязали до конца ряда, да. Последний у нас получается окошечко. Теперь что делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот этим же цветом, да. Опять делаем 2 воздушные петельки для окошечка. Итого 5 воздушных петелек. Дальше, смотрите, присоединяемся вот к нашему столбику. И у нас получается окошечко. Далее эти 2 окошечка провязываем опять 7 столбиков с накидом делаем, да, то есть в окошечко 2 столбика с накидом, раз, два. Далее столбик в столбик, опять в окошечко, раз, два. Опять столбик в столбик. Так, итого получилось у нас опять 7 столбиков с накидом. 2 воздушные петельки, делаем наше окошко. И точно так же провязываем, получается, в столбик, а далее опять провязываем в окошечки, да, здесь будет наши 7 столбиков, потом будет просто окошечко, опять 7 столбиков и заканчиваем также окошечком, поняли, да? То есть точно так же, как мы провязывали в желтом ряду. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, вот мы ряд провязали с нашими, да, столбиками и с окошечками. Теперь смотрите, опять делаем 3 петельки подъема, раз, два, 3, поворот. И опять делаем также окошечко. То есть повторяем наши желтые ряды. То есть наш второй ряд, да, беленький, будет точно такой же 7 столбиков. 2 воздушные петельки и окошечко сделали. Столбик с накидом.
И вот наши 7 столбиков мы опять провязываем как 7 столбиков. Окошко, окошко. 7 столбиков провязываем как 7 столбиков. Окошко, окошко. 7 столбиков провязываем как 7 столбиков. И здесь в конце ряда я вас встречу. Справитесь? Справитесь. Помните, да, мы 2 желтеньких делали точно так же. Давайте, а в конце ряда встречаю вас. Так, красота, красота. Теперь наша с вами задача переключиться опять на желтую ниточку. То есть я тут ее уже убрала. Опять повторяем, смотрите. Там, где у нас столбик, мы делаем вот так вот 2 петельки последние и присоединяем ниточку. Вы можете присоединять первый цвет, вы можете присоединять уже третий цвет, да, то есть на ваше усмотрение. Итак, провязали, присоединили, да, ниточку. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Подтянули беленькую, подтянули желтенькую. И поворот. Теперь 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. И делаем окошечко. К первому столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, делаем еще одно окошечко, 2 воздушные петельки. И здесь получается 2 столбика пропускаем. В третий ныряем, провязываем столбик с накидом. Вспоминаем. Теперь мы будем присоединяться к последнему столбику. До этого мы сделаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И к последнему столбику нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Есть. Вспоминаем, да? Вот наш прямоугольник беленький. Вот наши квадратики. 1, 2, 3, 4, 5. Работаем с первым, вторым, четвертым, пятым, да? Итак, накид. Направляемся к первому квадратику беленькому. Ниточку вытягиваем опять, хорошенечко вытягиваем. 1. Сюда же накид, сюда же 2. Далее накид. Во второе окошечко направляемся. Вот, второе окошко. Накид. 1. Накид. 2. Есть. Далее, смотрите. Получается, вот это третье пропускаем. Четвертое теперь. Накид. Четвертое. 1. Потянули. Накид. 2. И последнее, вот это пятое. Накид. 1. Потянули. Накид. 2. Теперь все вместе аккуратненько одной петелькой провязываем и обязательно не забудьте зафиксировать. Оп, зафиксировали. Вот такая вот наша теперь желтая лапка получилась. И смотрите, перед окошечком, да, вот этот столбик беленький, ныряем в этот столбик и делаем соединительную петельку такую. Оп, сделали. Воздушная петелька, поворот. Опять помним, да, возвращаемся к нашим петелькам в количестве 5 штук. Так, вот столбик, да, присоединились. Вот первая петелька. Делаем соединительную петельку с ней. Вытянули ниточку и сразу же ее протянули через наш столбик на крючке, на петельку на крючке. И вторая петелька. Нырнули, вытянули ниточку и провязали. Оп. Далее 2 воздушные петельки. И возвращаемся к нашему вязанию. Вот наше окошечко. Вот наш первый столбик. Ныряем в первый столбик и провязываем столбик с накидом. Все. Все то же самое, как у нас было в белом ряду. Понятно, да? Все, теперь вы знаете, да, переключаетесь точно так же, провязываете вот так вот желтенькие лапки. Так, потом переключаетесь опять на беленькую ниточку, потом на желтенькую, на беленькую и так далее. Ну или на ваши ниточки, которые вы используете на ваше усмотрение. Итак, давайте вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Давайте. Так, смотрите, что по итогу получается. Вот я провязала, получается, 2 ряда, да, беленьких, 2 ряда желтеньких, ну и начало как бы следующего ряда. Ну, в принципе, неплохо, да, в качестве декора какого-то элемента. Пока вязала, знаете, о чем подумала? Возможно, это будет какой-то декор кармашка, да, палантинчика, возможно, смотря какие ниточки использовать. Я использовала акрил, но вполне возможно использовать данный узорчик и здесь вот сделать не по 2 воздушные петельки, да, а по одной воздушной петельке. Например, это будет сумочка. То есть это будет полиэфирный шнур, да, или полипропиленовый. Это, возможно, будет сумочка. Очень даже интересная такая. Она получается, видите, узорчик получается двусторонний. Интересный. В то же время как бы и дырчатый. Возможно, это плед. Возможно. Возможно, это кофточка. Смотря в зависимости от расцветки, да, это может быть детская, да, это может быть взрослая. Но, наверное, все-таки это, возможно, как элемент декора. Вот. По поводу вот этих вот петелек, которые могут зацепиться, узорчик потеряется и так далее, вполне возможно. Поэтому предлагаю именно, так скажем, плотную ниточку. Это вот полипропиленовый полиэфирный шнур. Кстати, интересно будет смотреться, если вот напомнил, да, полиэфирный шнур в ковриках. Попробуйте. Они такие бубочками получаются, видите, объемные, да?
и приятно для ножек будет. Возможно, это детские коврички разноцветные, если сделать, да, постелить подножки. Красота. В общем, я, как всегда, жду ваших комментариев. Замерять я не буду. Надо сделать по бокам, получается, несколько столбиков, да, с накидом, либо рельефных столбиков, если это будет, например, ковричек, да, если это будет кармашек, видите, чтобы оно так вот не ездило, а когда будут столбики, оно будет стоять более четко. Ну, я надеюсь, принцип узорчика понятен, да? Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно напишите комментарий, интересно, где использовать данный узорчик. И подпишитесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будет новинки на канале. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.